мягко и природно рожать. Это в любом случае подготовка, в первую очередь, психологическая. Я делаю такое процентное соотношение, что 70% это именно психологическая подготовка женщины, 30% физическая, которая тоже очень важна. Вот, но в первую очередь акцент на психологию. Потому что у нас очень много страхов, у нас очень много уже навязанных нам сценариев, программ о том, что роды это страшно, о том, что это больно, о том, что это обязательно какие-то патологии, что, ну, я думаю, что многие знают и слышали эти страшилки с самого детства, когда молодые девочки даже уже и не хотят рожать, а если и рожать, то только чтобы сделали или эпидуралку, или анестезию, или там кесарево, чтобы, ну, по незнанию думают, что вот они заснут, проснутся, и все будет. При женских консультациях в больницах тоже обучают рожать, но как именно рожать? Умеют ли сами врачи рожать мягко, природно, без вмешательств, без разрывов? Вот в чем вопрос. И я большой акцент делаю на подготовку еще до зачатия, до сознательного зачатия, потому что и веды про это говорят, о том, что роды это больше психологический процесс, не только рода, а и зачатие, и беременность. И от того, в каком мы находимся состоянии, как мы относимся к этому, в принципе, процессу, зависит потом и сам исход родов. И именно мы, родители, ответственны за то, что будет происходить. Подготовку я вижу в первую очередь в обучении, где мы встречались с парами, которые уже прошли этот опыт. И когда можно было наглядно увидеть разницу, когда даже там в 5 дней только после рождения ребеночка приходит пара семейная уже с этим малышиком вот в бассейн заниматься, я в первую очередь смотрела на состояние женщины, насколько отличалось оно от того, когда вот я первый раз рожала в роддоме, что еще потом месяц отходила физически, потому что после того всего, что там ну, было проделано, я не могла разогнуться. Элементарно мне не хватало дыхания, грудная клетка была полностью, ну, как бы вот скукоженная, все. Настолько было больно, садиться долго невозможно было. И только когда ты уже сам прошел этот путь, родила нормально, спокойно, ты в первый же день уже готова, не знаю, там скакать, прыгать, покорять вершины и кричать на весь мир о том, что рожать можно по-другому. Вот, и это абсолютно доступно каждой при соответствующей подготовке. В первую очередь, да, изменение сознания, изменение своего подхода к этому. Да, я за то, чтобы зачатие было сознательным, когда пара действительно ждет ребенка, готовится к этому. Да, этот опыт показывает о том, что именно когда ребенок начинается сознательно, и беременность, и роды происходят максимально легко. Для женщины роды – это, я бы так назвала, не побоюсь этого слова, экзамен, наиважнейший экзамен в жизни перед своим родом, перед самой собой, насколько ты подготовишься и физически, и ментально, настолько ты легко сможешь новую душу провести. И это очень важно, и это ответственность женщины в том числе. Для меня очень важно, чтобы пара еще до зачатия сразу уже планировала, где будет происходить беременность и сами роды, то есть подготовить пространство. Это наиважнейший момент, как будет, в каких условиях протекать беременность женщины и последующие роды. То есть это надо думать об этом уже на момент подготовки к зачатию. Вот это уже, я считаю, экзамен пары перед своим родом, куда включается, конечно же, ну, большая работа со стороны мужчины для того, чтобы подготовить это пространство. Уже многие родители могут это подтвердить, что это реально потом все проявляется в этом ребеночке. Когда действительно сильная мысль у родителей, вот о чем-то они очень-очень сильно хотели бы, чтобы был такой ребеночек. И мой опыт личный, и большого количества мамочек, с кем мы вот общаемся, они это все потом подтверждают. Все начинается, да, с нашей головы, с наших мыслей, с наших желаний. Поэтому очень важно женщине, паре, мужчине, который рядом с ним, максимально находиться в благостных энергиях и период подготовки к зачатию, всю беременность, ну и, естественно, и потом тоже.